Это мотивирует, нельзя же обосраться под две камеры. На какой скамье правильно выполнять упражнения на сгибание запястий? У меня чем ближе соревнования, тем выше наклон. Я вот на подготовке делаю очень так. Есть ли смысл выполнения упражнения с максимальным весом на раз? Я не выхожу сейчас на раз. Я понимаю, что если бы я выходил на раз, я бы накинул по пятерке еще. Сколько нужно отдыхать перед соревнованиями? Раньше мы вообще одну тренировку пропустил и в бой, все, никаких легких, подводок, ничего. Как должна выглядеть скамья Скотта для рукоборца? Слушай, вот в отличие от вот этих вот скамей, на этих вот можно работать, эти все дребезжащие. Как правильно спарринговать с партнером на тренировке? Спонсор выпуска – компания «Сила Руков». Продукция, которой уже давно пользуются именитые спортсмены. Огромный ассортимент товара. Резиновые петли, тренажеры для рук и предплечий, расширители грифа, большой выбор эспандеров и, конечно же, ручки для армрестлинга под любые задачи. Ручки на лямках, ручки с различными насадками, цилиндр, конус, эксцентрик и многими другими. Блоки, приставки к столу и, конечно же, сами столы для армрестлинга. Продукцию компании «Сила Руков» можно заказать на сайте silarukov.rf. Есть доставка по России. Также у компании «Сила Руков» есть канал на YouTube, группа ВКонтакте и оффлайн-магазин в Москве. Добро пожаловать! Все ссылки на наших друзей мы оставляем в описании к видео. Друзья, я сегодня снова в зале у Виктора Шевеленко, чтобы подсмотреть у него секреты и его подготовки. Первое, что мне бросилось в глаза, это то, как Виктор выполняет упражнения на сгибание запястий. Потому что смотри, я делаю и на такой скамейке, и на такой. Просто когда делаешь на наклонной, ты вот на этой горизонт прошел, и дальше она не доставляет тебе никакого неудобства, ты догибаешь. А на наклонной скамейке тебе вот это и приходится еще доворачивать. У меня чем ближе соревнования, тем выше наклон. Я вот на подготовке делаю очень так. Изначально вот сюда просто ставили, но чтобы скамейку не царапать уже. Наклон не только для этого упражнения. Наклонные, то есть для этого упражнения с расширителями тоже. Да, всегда, да. Не знаю, почему-то я так начал делать, когда делал с Аполлоном. Я делаю неделя через неделю, одну неделю так, другую на расширить, ну, с грифом, который Аполлон Аксель, чтобы работала больше в том положении кисть. Вот. Не знаю, я для себя просто понимаю, что если я каждую неделю делаю это упражнение, рано или поздно я упираюсь в какой-то вес. И когда ты каждую неделю не можешь его перешагнуть, очень сильно давит. А если ты делаешь их разными, то у тебя одно упражнение помогает другое преодолеть. Да. И, то есть ты неделю сделал так, неделю так. Потом на следующей неделе в этом упражнении уже можешь добавить. Есть ли смысл в выполнении упражнения с максимальным весом на раз? И целесообразно ли использовать эту методику при подготовке к соревнованиям? Слушай, я считаю, что большого смысла в одном повторении нет. Но я сейчас хочу, вот я сейчас после простоя вышел, ну как простое, отдыха и лечения. Я вышел сейчас на веса, да? Ну на какие-то более или менее. Я сейчас делаю не максимум на раз. Я хочу, вот я 100 сделал на 3. Два подхода. И я хочу попробовать. Пойдет, не пойдет. То есть я не выхожу сейчас на раз. Я понимаю, что если бы я выходил на раз, я бы накинул по десятку. По пятерке еще. Это значит, если еще пятерку повесить, на один раз, может быть, у тебя оно зайдет. Тяжело, но зайдет. Нужно ли отдыхать от тренировок перед соревнованиями? И сколько по времени должен длиться отдых? Неделю, а иногда и дней 10. То есть у меня было, что я раньше восстанавливался 3 дня, потом 5 дней, потом неделя. Сейчас, после 2022, наверное, года, я понимаю, что 10 дней. Я лучше на 1 день или на 2 отдохну больше, чем не довосстановлюсь. Потому что я вот эти 10 дней отдыхаю, и у меня все собирается, вся жесткость в углы. 2 недели это 2 недели много. многовато, мне многовато. Но может через пару-тройку лет будет нормально. Ты же понимаешь, раньше мы вообще одну тренировку пропустил и в бой, все, никаких легких, подводок, ничего. Все отхерачил, все болит, недельку, какую недельку там. Когда соревнования в субботу, вот в среду потренируемся, в пятницу пропустим и идем.
Друзья, наверное, многие из нас поднимали гантель на бицепс на скамье Скотта. Каким же должен быть угол у такой скамьи, чтобы упражнение выполнять наиболее эффективно? Я нашел самую правильную скамью Скотта в зале у Виктора. Вот она. Поднимать с нее нужно стоя, а угол наклона, как мы видим, минимален. Поэтому нагрузка при подъеме постоянная и максимальная. Спарринги – неотъемлемая часть подготовки в любом единоборстве. Спарринг – это не борьба во всю силу, а работа по заданию. К примеру, вы атакуете верхом, а партнер сдерживает атаку, и наоборот. Не нужно убивать свои руки, борясь каждый день во всю силу. Спарринг – это тренировка. Вроде ничего. Побаливает, но... Я имею от этого Пронацию. Имеется в виду не твоя задача идти за все, твоя задача открывать, стягивать, а моя задача тоже открывать пальцы и кисти после нашей тренировки. Мне кажется, через шаром сейчас нужно поскорее. Друзья, уже совсем скоро я с супругой планирую участвовать на Кубке Урала среди инвалидов, и я вновь обращаюсь к вам с просьбой помочь нам выехать на данные соревнования. Только от вас зависит, сможем ли мы принять участие в главных соревнованиях года. Денежные средства на нашу поездку можно перечислить по номеру телефона, к которому привязана карта. 8 920 177 55 61. И помните, добрые дела всегда возвращаются. На этом все, друзья. Но надолго мы с вами не прощаемся. Вас ждут новые выпуски с новыми историями и героями. Поэтому подписывайтесь, жмите палец вверх, если понравился ролик. Пишите свое мнение в комментариях, мы все читаем. Для вас работал чемпион мира по пара-армрестлингу Руслан Зинятулин. Текст читал Курбанов Эрик. Режиссер и оператор Зинятулин Руслан. Опа! А ты думал? Это dead move, как у Ларата. Отцовское движение. Not today, son. Зверь, иди отсюда, снимайтесь, не трогай нас. Слышишь? Не трогай нас, иди и снимай. Кто пришел? Так, давай.